Возвращаясь к теме Майдана, появилось новое заявление Кеннеди-младшего и новые детали по госперевороту в Украине. По его словам, в 2014 году США свергли законного избранного президента Украины Виктора Януковича. Но тогда на это они потратили $5 миллиардов. А затем мы свергли демократически избранное правительство Виктора Януковича в 2014 году. Мы потратили $5 миллиардов, ЦРУ через Агентство США по международному развитию и Национальный фонд защиты окружающей среды в поддержку демократии. Потратил $5 миллиардов на насильственное свержение этого правительства, которое было избрано демократическим путем. Таким образом, мы разрушили эту демократию и создали наше собственное правительство, которое, как мы теперь знаем, было выбрано неоконами и главой Белого дома Викторией Ньюленд 2 месяца назад в телефонном разговоре. Таким образом, мы лично подобрали новое правительство еще до государственного переворота. Вот вопрос заключается в том, мы видим последствия вмешательства Штатов. Однако сможет ли когда-нибудь Украина доказать вину Штатов, исходя из таких заявлений, и компенсировать все потери, которые Штаты принесли Украине? Вы знаете, увязывая с вашими предыдущими вопросами, можно ответить так: не до жиру быть бы живу. Какие тут вины доказывать? Давайте немножко разовьем эту тему. Она очень интересная. На самом деле Кеннеди мочит, этот младший. Такие вещи говорит, которые настолько диссонируют. И он же говорит это уже очень круто, официально, громко. Он же кандидат в президенты. И он говорит это не просто, как, допустим, Дональд Трамп: я остановлю войну. Он говорит доказательно, приводят аргументы, называют фамилии, имена. О том, что имел место госпереворот, понятно. О том, что его готовили и кто готовил, тоже понятно. О том, что деньги наличные для организации этого всего самолетами переводовались через несколько западных правительств, еще несколько лет назад сказал погибший сегодня каким-то образом, почему-то оказавшийся в районе боевых действий, Жвания. Тот, кто был руководителем Диамантбанка. Через его банк, в том числе, эти бабки шли на так называемую революцию гидности. И он записывал видео, он говорил: допросите меня, я расскажу, кто участвовал в организации государственного переворота. Никто, понятное дело, при Зеленском этого не сделал, что тоже говорит о том, кто такой Зеленский и во что он играется. А сам этот правдивый до недавнего времени человек погиб. Что касается самого переворота, я одну тоже вещь хочу рассказать, тайную такую. Жена одного из деятелей этой революции, гидности, могу дать подсказку, он долгое время руководил углепромом в стране и влиял на углепром. На углепром, на топливно-энергетический комплекс в целом. Он занимал очень большую государственную должность в этом секторе. Так вот, жена его в ноябре 2013 года в одной из компаний, будучи сильно пьяной, сказала кому-то из людей Януковича о том, что до вас не будет буквально через несколько месяцев. Уже решен вопрос с правительством. Мой муж станет тем-то, Яцек станет премьером, и так далее. Это было сказано еще в ноябре. Понятное дело, что в силу непонятных причин ни служба безопасности тогдашняя, ни другие карательные органы не отреагировали на это, ничего не сделали по итогу. И произошло то, что произошло. И, кстати, по трупам Майдана враги Украины, мошенники, стали руководителями Украины и стали миллиардерами. Надо это кому-то еще объяснять. Остались еще и глупцы, которые этого не понимают. Надеюсь, их подавляющее меньшинство. И произошел этот Майдан. Янукович струсил, убежал вместо того, чтобы отстаивать данную ему Богом и народом власть. Убежали все его. Не бедные убежали, в основном с самолетами денег наличных. И с ценными бумагами, государственными долговыми расписками. Тоже прихватив их на очень круглые суммы. А страну бросили. И произошло уже то, что произошло. А дальше уже говорю не я, а говорит Кеннеди. Он сказал, что тогдашние киевские власти, я могу напомнить, кто это: Турчинов, потом Порошенко, организовали уже гражданскую бойню на востоке Украины. Опять же, это не мои слова. Давайте сразу в доказательство к себе зовем важных ребят. Меркель в 2018 году сказала, что на востоке Украины идет гражданский конфликт. Это ее слова, и несложно это найти. Просто наши СМИ языки позасовывали в одно место и боялись об этом писать. Пропустили мимо ушей.
А между тем это слова тогдашнего канцлера Германии. Все отлично понимают, все слишком было понятно и очевидно. Исторически коряво, но произошло то, что произошло. Кеннеди, в принципе, он раскрывает глаза американцам. Он ведь работает на американцев, он ведь американцам пытается объяснить, что, ребят, куда мы лезем, зачем это нужно, для чего это все было сделано. Мы тратим свои деньги, свое могущество, тоже обнуляя, в общем-то, его. Для чего говорит это Кеннеди? Он не нам это говорит. Нам во вторую или в третью или в 115-ю очередь. Мы для него, в общем-то, такие же. Нафига мы ему? Он представитель одного из могущественных политических и денежных кланов Соединенных Штатов. Но ему точно не Украина нужна, а Америка. И это, собственно говоря, правильно с его точки зрения. Он американец. Это мы должны с вами переживать за Украину, не он. И он говорит о марионеточном правительстве, перевожу, о негодяях, которые продали свою страну и служат не ее интересам. И им глубоко пофигу, что с ней будет. Это все подтверждено и нынешними реалиями, и прошедшим почти десятилетием с момента Майдана, и рожами, которые распушились на Майдане. Я имею в виду всех этих Яценюков, Кличков, Порошенок, и так далее и тому подобное. Фактами, которые произошли после Майдана, разорением страны, погружением ее в дикую долговую яму, разорением почти всех украинских семейств, домохозяйств, уничтожением украинской промышленности, захватом украинских земель, управлением украинскими интересами. Я могу дальше перечислить, собственно, все понятно. А сегодня мы для них, как сказал бывший министр обороны США, делаем ту грязную работу, которую они там не хотят делать. Вот, собственно, все. Кеннеди выступает за немедленное прекращение войны. Кстати говоря, чувак рванул очень сильно. Он сегодня по праймерисам по их 15% поддержки имеет. Это очень круто. За такой короткий промежуток времени это очень круто. Это очень серьезные цифры. И у него очень солидные шансы минимум стать вице-президентом. Посмотрим. Там будет очень интересно. И плюс сама фамилия на американцев старшего поколения благоговейно работает. Поэтому там все очень продуманно делается. Я к тому, что если подобный человек будет влиять на политику штатов, то те, кто сегодня во власти в Киеве, точно не получат обещанного. Кстати говоря, они же считают, что они исполнят задачу и свалят. А если такие, как Кеннеди или Трамп придут, могут и не свалить, некуда валить будет. Они, может, об этом не думают, но в их же интересах, чтобы Украина все-таки осталась. Чтобы было где остаться, если что.